Ой, в этот раз я прям одним из самых первых сейчас залечу. Ну ладно, не самых первых, я вчера не стал уж, чтоб это, да. Но денечек я выждал и сегодня сразу залетаю, сразу ставлю лайк, потому что переночевал во дворце с привидениями. В пустыне. Вот ты меня спросишь, вот, а в какой пустыне? А вы не знаете. Вы, наверное, не подписаны просто на инсту Димона. А он вообще-то, знаете, куда летал? Не скажу. Сучара. Не скажу, я вам рекомендую подписаться на инстакарточку Димон. Да, есть, я уверен, внизу в описании. В общем, найдете, у него там 100% она есть. Ну так вот, Демке мы передаем пламенный привет, респект. В Дубаях? О, это не оттуда даже видео. В Дубае? Ну понятно. Дубай, ну ясно все. Короче, приятного просмотра. Ребят, кто обычно тоже в Дубае и летает, просто, знаешь, вот так вот по щелчку пальцев чисто в Дубай. Лайк тоже завезите, ссылочку на оригинал оставлю внизу в описании. И поехали, ребята, моя дубайская аудитория чисто, ну поехали. Как я ждал, блин, этот видос. Именно вот ждал, вот я его вчера, так у меня прям пригорело. Хотел я его посмотреть. Я наушники специально переодел. Ты как? Там очень плохо. Видно, что я белый весь? Вы понимаете, что, в принципе, мы приехали в самое мистическое место и самое известное мистическое место на Востоке. Ну, за Восток я ничего не могу сказать. Привет всем, это Дима Масленников. Здорово, отец. Сегодня у нас на канале, не побоюсь этого слова, настоящий эксклюзив. Потому что ночевки в этой локации я добивался практически 3 года. Но это было под строжайшим запретом, и только благодаря вот этому парню у нас это сделать получилось. Они как-то договорились, и вот сегодня 3 года. мы там проводим ночь. Раньше сюда нельзя было даже заходить. Добро пожаловать во дворец Аль-Касими, Объединенные Арабские Эмираты. Или, как его называют, дворец с привидениями. Ну, с виду, в Дворец общем-то, Аль-Касими обычный был вроде. построен королевской семьей шейха Русаль-Хайма. Согласно легенде, семья провела там ровно 1 ночь. Утром они покинули дворец, поклявшись больше никогда туда не возвращаться. С тех пор дворец закрыт. Что они увидели там ночью, до сих пор остается тайной. Слушайте, это очень странно. Извините, что остановил, но смотрите, получается так, что новый дворец, новый, и он как бы, ну, первую же ночь семья, тем более таких людей уважаемых, съехала. Интересно. Ну что, ребят, сейчас за нами закроют ворота. Okay, goodbye. Фух, ну что. Ладно, просто после корабля я верю во все. Ребят, мы обязательно снимем продолжение. Он просто нас закрыл. Все, Он просто вышел и закрыл нас на ключ. с этой минуты мы единственные живые. Это, кстати, очень правильная пометка. Кто в этом здании? Пойдемте внутрь. Yeah, my name is Tarek. I am the owner of this palace. The history of this place started on 1975. Я не знаю, наверное, мои слова вряд ли когда-то дойдут до
этого человека. Вы знаете, когда такие люди еще и дают интервью, это, ну, очень большого стоит в плане того, что люди открыты, они хоть и долго, но от них добивались, но все-таки, видите, добились от них интервью. Это очень круто, и это крутяк. Okay. When Sheikh Abdulaziz Al Qasimi, he have an idea to make a very special palace, and that take around more than 15 years to finish. 15 лет. Finish around 1990. But that time, the legend start. This is Ghost Palace. Еще раз я вам напоминаю, что шейх, Конечно, там который территория-то. построил этот дворец, провел здесь буквально 1 день. Ну, слушайте, смотрите, если они все-таки оставили это здание, значит, должны были быть какие-то причины. Ну да, ты же не оставишь здание, которое стоит несколько... Ну, я думаю, миллионов $15, вот это все стоит. 2 миллиарда рублей стоит, если подумать. Перевести, если деньги я 2 перевел. миллиарда рублей стоит вот это вот все, и это все оставить за 1 день. Это же как же нужно дико просто струхнуть. Два ерда просто стоят. Там по-настоящему безумно жутко. Алло? Какое эхо! Капец там эхо. Нифига себе. Хальмина Хаденуна? Там был стук. Там только что был стук. Не, какой стук не Там только что был стук. Я тебе клянусь, там был блядкий стук. Я не шучу сейчас. Хальмина Хаденуна? Ничего. Окей. Хальмина Хаденуна? Слушайте, но он не похож, что он далеко, этот звук. Может быть, конечно, так, ну, отголосок такой, такое ощущение, что он где-то вот прям вот рядом с ними. Хотя, может быть, так звук раздался. Чуваки. Хотя нет, там такие помещения, там, наверное, эхом просто он прокатился. Чудесно. И вот хотите сказать, вот это все просто взяли и оставили? Капец, на самом деле здесь же нереально красиво. Ассаламу алейкум. Анта мауджуд? Другая легенда гласит, что группа марокканских художников, отвечающих за оформление дворца, в отместку за то, что не получили оплату, прокляли дом, вселив злых духов в статуи и картины. In the Arabic and the Islamic tradition, we don't put animals or paintings, statues in our houses Why? because the angels, they won't come to the home, you know. Also, maybe our prayers may not be accepted. Не А знал этого. позже в интернете появились вот такие фото из дворца. Мародеры. Смотрите, в данный момент это здание восстанавливают. Его все-таки выкупили в собственность и пытаются, ну, придать ему былое величие. И вот статуи, которые раньше были обезглавлены, сейчас восстановили. Здесь, в принципе, на каждой статуе виден шов, по которому его делали. Но с другой стороны, мародеры. Там. И очень странно, что про это почему-то ребята, которые давали нам интервью, не говорят. Вот я, допустим, у девушки спрашивал, вот статуя обезглавленная есть? Она такая, да нет. А фотографии есть. И хочешь, я тебе фишку одну покажу?
Вот посмотри на глаза животных. Да нет? Ребята, я прошу прощения, я, может быть, что-то не знаю, мне просто правда это интересно. Я сам православной веры, просто подскажите мне, мусульмане, я знаю, что много меня ребят смотрят. А что, где такое написано? Просто интересно для общего развития, что нельзя рисовать на стенах животных там. Интересно, почему, по какой причине? В Коране прям прописано. А поточнее, просто как? Нет, да, ощущение, что они С какие-то... чем это связано? Что с их глазами? Как И вот живые? сейчас смотри, фишка. Почему ей, возможно, стало хреново? Потому что постоянно на тебя смотрят? Куда бы ты ни встал, они смотрят на тебя. Капец, что за хрень? Почему? Вот я иду в бок. Как это жутко выглядит. Ты чего? Духи вселяются. Козлов нельзя, это считается Ё-моё. Обалдеть. Пацаны. Не знал, буду знать. Спасибо. Вот, Вот, видишь? убери свет. Убери свет. У голубя. А, точно, смотри, им точно резали, это бошки сносили. И вот это, вот видите, новый гипс лежит. То есть они это все восстанавливали. Видно, там в шов них видно. вселяются демоны и так далее. Чтобы в них не вселился демон, экзорцисты обрубают головы статуи. То есть, в принципе, чтобы спровоцировать что-то в этом доме, мне кажется, надо разбить статую. Ты пришел со статуей, отлично. Да. Блядь, я только хотел пошутить на эту тему, но ладно. Меня опередили. А очень хотелось. Я хотел сказать, сейчас говорю, если что-то разобьют в этом доме, то я думаю, на этом бы все закончилось, не начавшись. Наверное, там ценники такие у каждой вещи, что забей просто. Ну, это обычная, как статуэтка такая. Ну, пойдем. Ирак, прикинь, и пол. В полу трещина. Слушай, я его пиздаю, чувак. Что, не бьется? Смотри. А как оно так чутко? Стой, не трогай. Чувак. Ровно, по сечению. Чувак. Ты как это сделал? Я не знаю. Вот здесь он решил оставить статую. И вот здесь головку. And from that time, this palace is closed. All know we're the first bloggers and the people who stay here for all night. Yes. Nobody did. Это же, получается, арабы, да? Очень интересная внешность. Знаете, как в этих, как в старых фильмах исторических. Да, это такая прям, знаешь, вот... Нет, я сейчас без шуток говорю, очень такая типажная внешность. Do you think that we will see something or hear? I don't know. You try and tell me if you see something, and this will be in your responsibility. На вашу ответственность. Как ближе... Да, почему-то ближе, знаешь, как к египтянам, что ли. Не знаю почему. Давайте, Может быть, шумим ошибаюсь. чуть-чуть, ну. Короче, если бы я был бы духом, я бы уже взбесился. Так. Так, ну что, самое паранормальное место на Востоке? Ну, либо весь экзорцизм сработал. Что за запах? Какой-то запах, да? Как будто кто-то сдох. Фу. Опа. Лесенка. Тут по рассказам
часто видит детей почему-то. Часто видят детей? Да. Но вот что в интернете написано про это место, типа здесь часто видят призраки детей. На этот случай у меня есть с собой одна штучка. Мне нравится, как я уверенно иду, но каждый раз, когда какая-то дверь, я жду, пока он зайдет. Это что такое? Знаешь, сколько все это стоит? Похоже на что-то инопланетное. Эрмина Харануна? Что тут написано? Говорится о том, что много звезд пытались купить этот дом, но шейх Абдул-Азиз все это время держал этот замок нетронутым. Меня больше напрягает, что здесь даже и написано Haunted Palace. Да, но у него погоняло такое. Жесть. Есть, знаете, есть одна фишка, которая меня немного расстраивает, наверное. Блин, но все равно немножко не те эмоции, когда вот, ну, куча людей идут. Типа, знаешь, уже там на пианино сидят, играют, там уже меньше прислушиваются ко всяким звукам. А ведь это очень важно. Понятно, что если даже что-то есть, какая-то там потусторонняя тема, да, кто верит, по крайней мере, в это, то это не будут громкие звуки, это будут какие-то такие. Ну, не знаю, это как по мне, опять же. Дима, ты где? Внимание, вопрос. Из-за чего она колышется? Из-за ветра? Но ветра нет. Здесь вообще ничего нет. Может, вибрации какие-то? Знаешь, сколько это стоит? Вот конкретно вот это. Из-за того, что мы ходим? Из-за того, что мы ходим? Одинаково колышется вообще, не меняясь. Она все крутится и вертится. Слушай, я не понимаю, может, реально из-за наших шагов? Но мы не можем так создавать такую вибрацию, чтобы она шагала. Блядь, ты чего? Я просто проверяю. Ты хотя предупреждай? Он не меняется. Эрмина Харануна? Нет, не то, что интересует стоимость всего, просто интересно. Такие. Ёбу дал, что ли? Фу, блядь. Простите, пацаны, я просто козел просто. Ребят, я не хотел. No, a lot of people actually come with a lot of stories. Like we heard that there's some bloods here. Bloods? Yeah, like their blood. We heard that there's a clock which have a sound here. Maybe at a certain time that it click. Ой, смотри, Это разбитая тут у штука. птицы голова треснута. Ну, вон полностью треснуто дерево. Ребята, еще посмотрите, как раз у нее нарисован. Как будто, знаете, это сейчас отключается, видите, как капля крови прям. Ну, я бы тоже отсюда свалил, честно, из этого дома. Пацаны, ну что вы сам по разным комнатам? Давайте где-нибудь в одно место. Зачем? Ну, типа, ну, блин. Ты сударь, иди с ним. Ладно, пойдем. У меня такое ощущение складывается, что здесь, в принципе, ничего и нет. Поддерживаю. Да? Ты сударь, иди с ним. Ладно, пойдем. Ты посмотри, как, блин, просто расставлено все. Очень странно. Но есть ощущение, что, наверное, они все переставляли, что, наверное, это так не было. Но часов реально до хрена просто. Понял ты? А прикинь, это один большой хамам.
Блин, ты чё? Ты чё делаешь? Дим, Ты чё, блин? там тень ебучая. Я не шучу. Дим? Ты чё, блин, гонишь? Я его таким шуганом ни разу не видел. Чувак, тут была тень. Ты где был? Я в другую комнату. Здесь была блядская тень, и там нету прохода. Вот здесь была тень. Где? Вот сзади тебя. Какая тень? Что, может... Просто как будто я думал, ты прошел. Не, я был прям далеко. А как бы я тень создал? Если у вас источники света... Секунду. Сейчас обратите внимание. Большой хамам. Блин, ты чё? Ты чё делаешь? Дим, Ты чё, блин? там тень ебучая. Я не шучу. Дим? Не верю. Я не знаю, я очень много всего интересного смотрел. Димона и на других каналах, море забугорных каналов тоже снова так смотрю для себя. Я просто понимаю, как люди пугаются. Сам по себе знаю, как можно испугаться, если бы ты что-то тем более увидел, или тебе что-то показалось, там из рук вещи падают просто, ну, потому что от неожиданности тебя трясти всего начинает. У тебя все внутри сжимается, и ты улыбаться явно не будешь. Ты чё, блин, гонишь? Я его таким шуганом ни разу не видел. Чувак, тут была тень. Ты где был? Я... Это же зеркало, это обычное. Я думаю, что у него фонарем он посветил, это же просто прямо от него отражение, конечно, оно пойдет. в другую комнату. Здесь была блядская тень, и там нету прохода. Вот здесь была тень. Где? Вот сзади тебя. Какая тень? Что, может... Просто как будто я думал, ты прошел. Не, я был прям далеко. А как бы я тень создал? Если у вас источники света были здесь, то мне надо было здесь быть. А ты не такое. мог отражение через... Сам себя? Встань, дай попробую. Вот смотри, бери. Вот такой тень не могло быть? Могло. Но я стояла, а там тень прошла. Фонарем повернул и все. Так, стой, подожди меня. Не бросайте. Я на 100% уверен, что это не игра света. А есть типа еще этаж. Чуваки, а эта херня не прыгается. Как она остановилась? То есть это не ветер и не вибрация. Мы бы так же прошли, она бы снова так же дрожала. Сейчас, подождите меня здесь. Так. Я сейчас приду. Бро, ну выдохни, пожалуйста. Чувак, я серьезно тебе говорю. Это реально, это не моя тень. Ну типа, вот это было не вот так. Ну знаешь, это была тень. Есть жуткое ощущение. Ну типа, я большой любитель пощекотать себе иногда нервы, но это вообще просто на другом уровне. Понимаю. Есть такая старая фраза: ожидание удара страшнее самого удара. Слушай, а что еще говорят? Слышал, читал, я больше в интернете читал, то, что вот как раз-таки вот призраки детей здесь. Есть какая-то вообще теория глупейшая. Кто-то говорил, что типа кто-то здесь повесился, что-то такое, были тексты. Это уже вообще бредятина. Это новые здания, которые толком не сдали. Люди, точнее, сдали, люди пришли, Не, ну я не думаю, если побыли один одну день, ночь. Типа, Ну, ну, конечно. за один день не успели. Да нет, ну это бред. Ёб твою мать! Ты чё, хуй, чувак? Я тебе клянусь, там это... Где, блядь? Я тебе клянусь, это хуйня там. Дим! Это хуйня. Где, блядь? Я тебе клянусь, это хуйня там. Дим! Ты чё? Я тебе говорю, это хуй, это не тень. Я опять эту хуйню видел. Ты чего, блин? Дима! Ты чё меня так пугаешь? Честно, Я не- он пранкует Я нас? не знаю, чувак, нет. Он внизу, он за этим сам пошел. С девайсом. Чувак, Я тебе говорю, здесь ходит какая-то хуйня. он сейчас опять подорвался с кресла, Я тебе говорю, здесь ходит какая-то вот эта хрень. Я не знаю, это не очень высокая. И я им... В смысле? Если я эту хуйню еще раз увижу, я серьезно говорю. В смысле, что? В смысле, вот какая-то тень, блядь, вот как будто вот туда кто-то прошел, вот. Просто прошел. Я просто когда на первом этаже был, в комнате, вот, которую заходишь справа, там какой-то прям отчетливый звук был. Прямо в нескольких метрах от меня. Я думал, ты нас пранкуешь. Бля, интересно. Именно на этом этаже, да? А как небольшого роста, да? Небольшого роста.
Ну, вот, типа, может, Да, чувак, тут же легенды ходят именно про то, что тут дети, призраки детей. Это меня загнало, я сейчас буду всматриваться во все дырочки. А может, это как-то тень с первого этажа? это была вообще не тень. Что, человек прошел прям? Просто силуэт, как будто человек. Но я не видел, там не было такого, что ты видишь там мальчик, девочка, взрослый. Не видно, понимаешь, просто силуэт. Так, у меня просто специально для этого есть одна штука. Мишка. Мишка. Я тебе объясню, в чем прикол этого мишки. Это мишка, которая реагирует на магнитное поле. То есть, смотри, я его не касаюсь, а он издает сигнал. То есть на магнитное поле любого объекта. То есть, по сути, если здесь действительно что-то ходит, и в какой-то момент мы услышим, значит, это что-то к нему подошло. Ну, якобы. А рубани-ка свет. Рубануть свет? Да. Эль-Аханенуна. Эль-Аханенуна. Можно я его поставлю в той комнате, В какой? где я первый раз увидел? Давай. Ты слышишь это? Вот ручки. Это что такое? Алло. Это у него, его канал. Чувак, твой канал. Твой канал сейчас просто с ума сошел. Чего? У тебя камера погасла сейчас еще? Она просто выключилась. Как это возможно? Ты снимал? Ты снимал сегодня? Я себя снимал. Это опять у тебя. Чувак, включи-ка камеру, пожалуйста. Что за хуйня? Чувак, я хочу свалить. Ну не может быть, этого нет. Сейчас, тишина. يتحمل Это хамали. Что ты говоришь? Что это за вопрос? Мишка. Это хамали. Это хамали. Мишка, Что, прикалываешься? подожди. Так давай-ка я свою камеру там оставлю. Давайте посядем, подождем. Тебе просто будет плохо видно так. Руби. Музыка красивая очень. Очень красивая музыка, мне очень нравится. Это хамали. Теперь просто на одну секунду закройте глаза и представьте, если бы Димон сейчас сидел один. Вы вообще представляете себе? Просто подумайте вот на вот эту тему. Что бы он сейчас испытывал. Альмина Вообще Хареуна. бы жопа была бы. Огонь, это если что, огонек слева горит, это камера. Дотронься На Мишке? до мишки. لمس الدب Она сама звучит как целый хоррор. Что? لمس الدب Там шаги. По лестнице шаги. Там шаги. Сейчас? Сейчас шаги. Ну что, он один все слышит? Ну как так?
Все сидят в одной комнате. Мишка, блядь! Джинны – духи в арабской мифологии. В доисламскую эпоху джинны у арабов почитались как боги. Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени. Самыми могущественными и злыми из них являются ифриты – джинны, повелевающие огнем. Там шаги. Сейчас? Сейчас шаги. Мишка, блядь! Мишка! 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 Мог быть абсолютно вообще любой звук. Ты хочешь сказать, он пищал? Он пищал. Поставь на плейбэк. Может, тебе показалось? Поставь на плейбэк. Прям минуту назад. Идите нахер. Не больше. Тогда мне на его сознание. Так, надо успокоиться, блядь, и перестать эту хуйню ждать, все. Не слышно было. Я предлагаю, может быть... Да? Пора, Че, разделяться? наверное. Давай разделимся. Сука, на мне ко мне столько... А кто туда идет? Понять. Я иду к этой где она меня встретила. На второй этаж пойдешь? Так, ну что, ты давай-то на третий, что ли? Давай я на третий пойду, а ты куда? А я в подвал пойду. Ну что, наши пути здесь расходятся, пацаны? Че, удачи? Все, до свидания. Удачи. Это вот мне не хватало. Прям очень не хватало. Какой таракан, ёб твою санку. Ребят, что вы понимали размер? Капец просто. Я пришел туда, где мне показалось что-то. Я, считай, нахожусь на крыше. Сударь, ты как? Я не знаю, я слышу слишком много звуков, чувак. Я слегка в шоке, потому что это же вся Покровка станция, скажите, вся Странно. То по рации нормально пацанов слышно, то с какими-то перебоями. Вот это очень странно. Вот эта вещь прям максимально странная. Здесь кто-нибудь есть? Эх, просто убийство. Лифт, кстати, они восстановили. Рабочий. Да, с таким люксом я еще никогда не сталкивался. Да идите в баню. А, я понял, что это. Это здесь наверху, в общем, знаки зодиака. Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец. А здесь просто стекло. Ёптать!
Что такое? Ты чё меня пугаешь так? Я пришел посмотреть, как дела у тебя. Да я в шоке. Я поворачиваюсь, ты выходишь. Ну, призраки вот так бы не зашли. Явно. На самом деле, домина просто огроменный. Сударь, Ау. дверь была открыта, когда ты пришел? Что? Дверь была открыта, когда ты пришел? Можешь на плейбеке посмотреть? Я был уверен, что она была закрыта. Ну, это будет проблематично. Так, ок. Так, сейчас, подожди. У меня какая-то хрень с микрофоном жесткая. Я прям не понимаю, что происходит с ним. Дима, как у тебя дела? У меня нормально. Блять, это что такое, нахуй? Чё? Стоп, блядь. Подойди. А посмотри, пожалуйста, на стекло. Ну? Ничего не видишь? Нет, что там? Слева. Это ладошка ребенка? Ну, это явно не взрослый. Охренеть. Чувак, что это такое, блядь? Это реально ладошка ребенка, да? Причем одна. Ты сейчас серьезно? Это ты сделал? Блять, у меня рука, посмотри, какая. Типа одна только, да, ладошка? Иди подойди, кое-что покажем. Смотри. Что так? Приглядись на стекло. Я еба. Больше нигде не было. Чувак, это какая-то херня. Смотри, это прям детская ладонь. Я посмотрел сейчас все стекла, но на уровне, где дети могут тронуть, больше нигде нет. И типа там только одна рука. Тихо, 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 не прикасайся. Не, ну это точно нет. Смотри. Да, это детская ладошка. Ну, либо женская какая-то. Либо женская. Ну, просто на этом уровне. Странно. По слухам, соседи часто видят во дворце призраки детей, бродящих по территории. Произвольно захлопываются двери комнат, двигается мебель, бьются зеркала и окна, а иногда женский голос выкрикивает имена той самой королевской семьи. Так, ну что, мы взяли сейчас спальники, и я думаю, будем расходиться по точкам и ложиться спать. Че, Арут, наверное, сюда пойдешь? А есть ощущение, что самый жуткий второй этаж? Ну да, что-то вот, блядь, что-то неприятное прям здесь. Вот. Ложись ты здесь. Сударь, пойдем, я тебя отведу на 3-й этаж. Сладких снов. Спим без света. А? Спим без света. Блять. Давай, наверное, вот здесь прям ложись. Где? Ну где-то здесь прям. Рядом с ладошкой? Ну да. Серьезно сейчас? Ну да, а что? Вообще, как на такое можно было подписаться? Тут есть охранник, он даже не заходит в дом. Какого хрена просто? Просто какого хрена? Короче, мне сказали спать без света. Все. Блядь. Ладно, погнали спать. Это жесть. Чем дольше вы находитесь в этом месте, Блядь. если в нем что-то Я есть, понял, почему мне так не повезло. Смотрите, я остаюсь на 3-м этаже, а на 3-м этаже одни окна. То есть звукоизоляции почти не будет. Если звукоизоляции нет, звука будет гораздо больше.
прыгает. Буква Ю. Ты что, прикалываешься, что ли? Это что, кто это делает? Сударь, хватит прикалываться. Я клянусь, я ничего не делал. Вот у меня камера. Кто-то говорил специально, слышно же. Да, я тоже слышал. Дима. Я сейчас лежал, у меня камера на паху лежит. Бля, хорош прикалываться. Дим, если так, то сваливаем, потому что с нами разговаривали по ебучей рации. Вы что, это не вы? Я клянусь, это не я. Я думаю, что она могла поймать, в принципе, какую-нибудь волну. Там шептали, в смысле поймала волну, с нами флиртовали только что. Это не смешно ни разу вообще. Ну зачем эту хуйню делать? Сударь, это ты? Нет, мне опять что-то в окно ударилось, я пошел посмотреть. Я услышал, что здесь что-то происходит. Рация лежала около спальника. Сударь, хорош прикалываться. Я тебе клянусь. Вы ходите там? Вот это удаленный звук. Я лежу вообще. Я лежу на первом. Это интересный звук. Ходит. И типа никто, ну не знаю. На такой бы звук я бы точно бы обратил внимание. Сюда поставлю. Кто пошел на лестницу? Я лежу. Я лежу. Тогда к тебе кто-то пошел, сударь. Это железобетонно. Я нихуя не шучу. Только что кто-то пошел наверх. Туда, наверх. Сударь, к тебе наверх. Алло? Но вот это уже, ну вообще, не знаю. Я все, конечно, понимаю, там с Егориком был выпуск. Но вы представляете, вы, блядь, идете снимать заброшку, и один из челов говорит: слушай, друг, к тебе там наверх кто-то пошел. По рофлу, не по рофлу. Ну, типа рофлить, я не знаю. Может, я что-то просто не соображаю. Но это... Ну, просто забейте. И все лежат, всем похер. Ребят, вы что, угораете, что ли? Если бы, ну, такая вещь начала происходить, человек бы встал просто на месте. Он бы вскочил бы просто, у него сердце бы лопнуло бы просто от таких информации, от такой. Пошел нахер, не могу. Давайте на лестнице встретимся. Кто ходил? Я подошел сюда после того, как вы услышали, что... Он мне как по рации передал, что ко мне кто-то пошел, я сразу пошел сюда Я проверять. Пошел наверх человек. Ну, либо кто? Типа я того Ротманова. Ебать, что это такое? Это не человек.
Do you think that we will see something? Oh, I don't think so. I think that you will have a good time here. Yeah, like there is nothing actually to worry about, or there is not actually nothing true. Do you scare to go No, inside? no, no. Do you have idea to stay here during the night? Yeah, no, for me, no problem. I can stay. Что же мы можем сказать в конце про самое паранормальное место Востока? Мне кажется, что все легенды и байки, которые ходят вокруг этой локации, не что иное, как вымысел. Мы пробыли там целую ночь, и ничего выдающегося в плане сверхъестественного там не заметили. Абсолютно все ситуации поддаются логическому объяснению. Единственное удивительно, что можно сказать об этой локации, что семья шейха ее покинула спустя 1 день. Но с другой стороны, это же шейх. Ему просто не понравился интерьер, и он поехал строить новый дворец. Я хочу попросить вас выразить огромную благодарность в комментариях и в инстаграме Аруту, потому что без этого человека эта съемка просто бы не состоялась. Он и его команда приложили огромное количество усилий, чтобы мы получили разрешение на подобную съемку. Большое спасибо Сударю и огромное спасибо вам, что посмотрели этот ролик. Поставьте ему лайк, подпишитесь на канал. И я хочу сказать, что Дима Масленников дальше будет еще интереснее. Я расстроился. Вопрос не в том, что мы нашли что-то или не нашли, ребята. Вопрос в другом. Вопрос в том, меня смутила одна вещь. Я не против кликбайта в названиях и сам часто этим пользуюсь. Но вы просто вдумайтесь. Самое паранормальное место Востока. И позиционируется это место как дом с призраками, да, особняк шейха, который был построен, я так понял, строился 15 лет, условно там в 90-х годах он, да, был доделан, ну или там плюс-минус. Ну, серьезно, мне кажется, знаю, чего не хватает. Не хватает, вот это раньше было лучше, вот эта шляпа, фу, я никогда ее не использую, но мне не хватает той атмосферы, которая была. Я понял, что мне не хватает. Мне не хватает именно той атмосферы, где... Вот знаете, вот помните, они с этим парнишкой-то ходили по замку. Это было очень интересно смотреть. Вот это было очень интересно. Помните, когда они на чердак поднялись с этими, с монахами, вот это вот в там типа часовни, да, они в какую-то заходили. Потом был очень интересный разбор. Вот я понимаю, что, ну, не все такие места, и не всегда вы там столкнетесь с чем-то необъяснимым, но здесь сам, да, вот этот вот, не знаю, как правильно, араб, да, он ни во что в это не верит. Этот сидит, прикалывается, чувак. Да и у Димона я не увидел каких-то, знаете, чтобы он прям... Не знаю. Мне здесь сложно сказать, но в любом случае труд проделан огромный. Не все должны быть удачные. Я все равно поставлю лайк, ждать новых, потому что в любом случае контент эксклюзивный, и никто его повторить пока не может.